Приветствую вас на канале Провальный инвестор. Сегодня разберем еще один непростой вопрос. Попробуем ответить, почему евреев все ненавидят. Как мне это часто пишут в комментариях. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле и что за этим стоит. Давайте разбираться. Итак, давайте попробуем найти ответ на вопрос, почему евреев все ненавидят. И я думаю, что очень важно будет разделить весь мир на условные группы для того, чтобы вообще понять изначально, а все ли ненавидят. Потому что очень часто мне пишут, что вот прям все, и поэтому, ну и мы тоже. Так вот, изначально давайте разбираться, так ли это. Если мы условно поделим мир на разные группы, так окажется, что евреев ненавидят далеко-далеко не все. Допустим, азиаты, они очень лояльно относятся к евреям, в принципе, у нас нет никаких с ними проблем, и еврей может спокойно там находиться. На всей территории Азии у еврея нет проблем, и там, в принципе, нет такого понятия, как антисемитизм. Они достаточно добрые люди, миролюбивые. Здесь я живу с очень многими индусами, пакистанцами и так далее, филиппинцами в Арабских Эмиратах, и в принципе они очень миролюбивые, я бы не сказал, что они нас ненавидят. Это одна группа людей. Перенесемся в другую группу людей, которых условно мы можем назвать мусульманский мир. Так вот, мусульманский мир нас тоже не ненавидит. Ой, вот такая вот неприятная новость для оставшейся третьей части. То есть у нас есть проблемы с арабским миром. Арабский мир и мусульманский мир – это не одно и то же. Для тех, для кого это новость, это не одно и то же. Мусульманский мир гораздо-гораздо шире. Арабский мир – это только, собственно говоря, там небольшая есть локальная у нас с ними несостыковка, и, собственно говоря, на этом фоне у нас там есть определенные конфликты. Но с мусульманским миром у нас нет никаких конфликтов. Еврей может молиться в мечети, и нет в этом никакой проблемы. Здесь, когда у меня негде помолиться, я спокойно могу зайти в мечеть, и никто меня, собственно говоря, оттуда не выгоняет. Поэтому, если мы разберем, а кто же, собственно говоря, остался, и с кем у нас, да, есть проблемы, это именно христианский мир, то есть Европа и СНГ. И вот нужно понять, почему именно с ними у нас есть проблемы. Это мы сейчас попробуем ответить. Потихоньку мы разобрались, почему сказать, что евреев ненавидят все, это не является совсем правдой, потому что большая часть мира к нам относится либо положительно, либо нейтрально. Как я и сказал, мусульманский и азиатский мир, они не относятся к нам негативно и не ненавидят нас. Им либо пофиг, либо, пожалуйста, приезжайте, селитесь, развивайтесь. Поэтому нас ненавидят только в одной локации, которую я бы разбил на две составляющие. Это Европа и это страны СНГ. Иными словами, там, где живут христиане. Так вот, почему христиане нас ненавидят, я бы ответил очень лаконично, но применяя такой сюжет, историю. Значит, вот представьте себе человека, который, у него есть какое-то количество денег, он купил себе Rolex, настоящий, хороший, дорогой Rolex. И есть человек, у которого денег, значит, нету, он купил себе хорошую, качественную подделку. Можно сказать, что даже на первый взгляд и не отличишь для тех, кто не профессионал. И вот, значит, как мы понимаем, непрофессионалов гораздо больше. Отличить качественный Rolex от подделки может, как у нас один мэр сказал, не только лишь все. Так вот, мало кто может его отличить. И, собственно говоря, вот он ходит, всем хвастается, все такие, какой ты молодец и так далее. Но есть только одна проблема у него, что его может единственное, кто разоблачить, это, собственно говоря, владелец настоящего Роликса. Так вот, теперь что остается у нашего владельца поддельного Роликса? Остается только две вещи. Либо заработать и купить себе настоящий, но в нашей истории, если переводить, кто понимает, о чем я говорю, это, собственно говоря, не всегда возможно. А самый простой способ – это либо отнять этот Rolex силой, либо устранить его владельца. И тогда можно сколько угодно ходить с поддельным Роликсом, и все будут говорить, какой ты молодец. Так вот, если мы переведем это на нашу, как говорится, историю, с которой мы начинали, то я думаю, что ни для кого не секрет, что христианство берет свои корни с иудаизма. И много чего, если не все было взято, а потом переиначено. И, соответственно, понятное дело, что это чистой воды подделка. И легче всего, так как на оригинал мы уже совсем там не претендуем, то легче всего устранить того, кто, собственно говоря, ходит
и этим настоящим роликсом постоянно машет и говорит: ребята, у тебя подделка. Понятное дело, что оттуда происходит и ненависть, и зависть, и желание убить, и желание что-то еще сделать, потому что оно все исходит из того, что человек действительно осознает, что у него подделка. Вот как бы и весь ответ на, по крайней мере, вопрос с точки зрения, почему христиане ненавидят евреев. А теперь перейдем именно к странам СНГ и попробуем разобрать, в чем тут, как говорится, кроется причина ненависти к евреям, потому что религиозная причина, как по мне, она больше популярна именно в Европе, а в странах СНГ, по крайней мере, для меня очевидно, что это не первопричина. Так вот, для того, чтобы вам было понятно, как я вижу весь этот вопрос, я приведу сейчас очень гипертрофированную ситуацию. То есть я не хочу сказать, что все люди в странах СНГ такие, но из этой гипертрофированной ситуации вы точно поймете, что я имею в виду. Так вот, представьте себе ситуацию. Возьмем нашего любимого Васю, или это будет Петро, неважно. Плюс-минус для меня это одно и то же. Так вот, этот Вася или Петро, значит, живет в своем каком-то ПГТ. У него там, в общем-то, работы нет, перебивается с шабашками на шабашку. Как приходит с работы, значит, хорошо заливается. И, в общем-то говоря, такая у него жизнь, мрачная, серая. А когда он рос, он-то что себе надумал? Он надумал, что он там 18 лет уже купит Ламборгини, переедет в Москву или Киев, и, значит, он будет там президентом Газпрома или там еще чего-то. Я думаю, что понятно, что я имею в виду. И вот, значит, этот такой Вася или Петро, он все это себе намечтал, а получил большой, хороший, толстый болт. И, значит, он теперь должен либо поднять задницу и все-таки начать что-то делать в своей жизни, либо найти виноватого. Так вот, большинство людей, они нифига не хотят делать. Никогда он не будет думать, все у него вокруг виноваты, правительство виновато, президент виноват, все виноваты, кроме самого Васи. Вася все делает правильно. И, собственно говоря, так рано или поздно мы доходим до того, что виноваты евреи. Потому что, собственно говоря, все остальные и по башке могут дать, а евреи, как у нас говорится, все стерпят, потому что их мало кто видит. И вот, значит, выбрали со 150 миллионов страны несчастных, там сколько осталось, по-моему, 200 тысяч евреев, которых мало кто когда видит. И понятное дело, что вот именно эти 200 тысяч всем 150 миллионам не дают жить, не дают развиваться. Понятное дело, что все только портят. Ну, собственно говоря, картину, я думаю, вы поняли. А все это произрастает из нежелания нифига делать и взять на себя ответственность за свою жизнь. Вот так мы от ненависти к евреям перешли, как говорится, немножко в другую плоскость. Сегодня я попробовал разобрать такой популярный комментарий под видео, которое оставляет, что все евреев ненавидят. И, как мы видим, после разбора оказалось, что далеко не все и далеко не везде. И, как говорится, есть за что, и в основном причина, она кроется не в самих евреях. Вот такой вот он неожиданный, может быть, для кого-то выпуск. Поэтому для тех, кто и дальше продолжает ненавидеть евреев, поищите немножечко в себе. И я думаю, что вам станет легче, гораздо легче жить, когда вы поймете, что все проблемы, они у вас не от евреев, а от самого себя, и вы с этим можете очень легко работать, если только захотите. Не прощаемся.